Приветствую дорогих зрителей канала! Сегодня рассмотрим новинки японских дорам. Всем приятного просмотра! Только поженились. Первое впечатление о Кихе Ашо было не самым лучшим. Незнакомец внезапно предложил пожениться. А так как внучка без жениха хуже мышьяка для бабушки героини, да и миллионные долги внезапно настигли, то пришлось соглашаться на фиктивный брак с определенными условиями. В общем и целом будет много стандартных для данной темы моментов, от ссор до ревности. И, конечно же, немаловажную роль сыграет мотив героя создать лже-семью. Хулиган и девушка с белой тростью. Однажды местный задира Морио встречает девушку своей мечты. Понял он это очень быстро и решил всеми силами получить расположение Юкико. Уже первые эпизоды порадуют трогательными кадрами, а чуть позже, чтобы скучно не было, добавятся линии ревности и душевных переживаний героев. Красивый парень. Вы же знаете эти сюжеты, когда девушка буквально прислуживает парню из своей школы. Так вот, подобная ситуация случилась и в этой дораме. Только здесь два одноклассника. И почему-то Борзую тут сразу включил новенький. Стокгольмский синдром или все же любовь? Что ж, посмотрим и разберемся. Исчезающая первая любовь, или как правильно закручивать сюжеты. Аоки нравится Хасимото, но она уже призналась в любви Иде, по крайней мере на ластике. А вот чтобы не было недоразумений вживую, Аоки решает, что легче самому признаться парню в любви. Кто ж знал, что Хасимото всерьез воспримет слова одноклассника и чуть ли не осуществит полный переворот своих убеждений. Как по мне, завязка довольно интересная. Буду ждать выхода всех серий. Это первая любовь – выдумка. Однажды на школьном дворе Изуми сталкивается с незнакомцем. И в тот же день девушка узнает, что в классе появился новенький, но лично он так и не пришел. В школе же его персона вознеслась минимум до уровня сына маминой подруги. Кто же он и почему скрывается? Ринка хочет попробовать. Главная героиня, довольно успешная и красивая женщина, никогда не была в отношениях. По сюжету из-за карьеры, а по жизни слабо верится. И, конечно, это не помешало ей найти такого же привлекательного коллегу-одиночку. В итоге они становятся друзьями с привилегиями, но надолго ли им удастся сохранить данный статус? Серебряный план лучшей жизни. История высокомерной девушки из богатой семьи, которая потеряла все и вскоре оказалась в ужасающей ситуации. Однако жизнь дала ей еще один шанс и перенесла в школьные годы, где бывшие друзья и враги могут иметь совсем другие роли. Теперь ей нужно переосмыслить все и изо всех сил попытаться изменить будущее. Героиня дорамы «Богачи» тоже была состоятельной наследницей, но осталась одна. А спустя годы еще и потеряла доверие к человеку, с которым организовала общий бизнес. В основе сюжета попытки снова научиться доверять людям, выйти из долгов и поднять компанию. Бонусом нам предоставят броманс-менеджеров, которым поначалу очень трудно было найти общий язык. Смотрится довольно интригующе даже за счет бывших работ главных актеров. И хотелось бы признаться, но... Героиня бросает работу учителя и становится помощником одного талантливого актера с задатками хулигана. После ряда романтических сцен, которые мы называем дорамными клише, девушка узнает, что герой издевался над ней в школьные годы. Изменился ли парень и что с этого получится? Я больше не могу убегать. Главная героиня по дороге на важное собеседование становится случайным свидетелем и чуть ли не жертвой ссоры двух влюбленных. А потом ее руководителем становится тот самый персонаж. В общем, будем наблюдать еще одну историю от неприязни к любви. Мой правильный старший брат. Риза усердно работает, чтобы найти пропавшего брата. На работе она знакомится с Кайри, который чем-то его напоминает. А еще он страдает расстройством сна и мило засыпает рядом с героиней. Все бы ничего, только, возможно, человек, которого Риза успела полюбить, убийца и причастен к исчезновению ее брата. Любовь или месть? Что же окажется сильнее? Огромное спасибо за просмотр. Берегите себя. До скорых встреч!